Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я декорирую музыкальные инструменты. Это не окончательный вариант. Для того, чтобы продолжить работу, мне надо, чтобы все закрепилось. Поэтому следующий декор уже будет в следующем видео. А сейчас приступим. Сегодня я декорирую музыкальный инструмент, и для декора буду использовать разные стразы, в том числе вот такие интересные. Сегодня пришли, долго их ждала. Также буду использовать цепочку 2 миллиметра, не 2,5, а именно 2. 2,5 немного сюда вот не вписывается, поэтому буду брать поменьше. Конечно же, буду использовать клей. Клей я использую уху, переливаю в тюбик. Так, тюбик не могу найти, вот он. Сейчас покажу. Многие спрашивают. Вот именно такой клей. Также я использую клей для страз. Часто вы его видите, Е6000. И начну декорировать вот отсюда. Если идет острый угол, то лучше как бы не подгибать цепочку, а дойти до угла и потом как бы еще кусочек туда приклеить. Так будет смотреться намного точечнее, так скажем. И бывает так, что цепочка не вся именно выгибается так, как нужно. Именно вот этот угол сгиба. Так, даю здесь закрепиться. Тем временем примеряю, сколько цепочки мне надо. И лишнее отрежу. Вот. Ой, так. И теперь также по краю наношу клей. Очень удобно с этим тонким носиком работать. Вот, и доклеиваю уже всю цепочку. Сегодня у нас такая будет ювелирная работа. Вот все укладываю, слежу за тем, чтобы все звенья у меня смотрели вверх. И также поступаем вот здесь со второй стороны. Сначала подклеиваю немного цепочку, чтобы закрепить ее, и затем уже буду действовать дальше. Вот таким образом. Также вымеряю необходимое количество. И вот эти все продольные, длинные вот эти линии лучше делать не вот так горизонтально, а именно вытянутыми. Так меньше цепочку резать и быстрее все у вас получится. Так, лишнее обрезаю. Нанесу клей и доклеиваю. Все ровненько укладываем. Вот здесь по возможности, видите, я стараюсь как бы свести на нет. Здесь можно еще чуть-чуть пустить. Вот здесь, где у нас пустое место, заполнить. Наверное, вот с этой стороны лучше померить. Даже прижму пальцем, чтобы посмотреть, сколько цепочки мне надо. Сразу подрежу лишнее. Так, даже одно звено еще подрезать. Многое происходит в процессе работы. Не все быстро получается, но... Так, и теперь наношу клей и подклеиваю. И вот у нас одна сторона задекорирована. Также поступаем по второй стороне. Здесь до сюда заполним все и затем перемещаемся сюда. Вот этот отрезок лучше сначала все померить и затем вот подрезать и затем все подклеивать. Там очень мало места и будет неудобно как бы подклеивать. Вот у меня получается 6 звеньев. Так, потеряла кусочек. 5 звеньев и между ними, наверное, еще один 5. Вот. Теперь я наношу клей
вот сюда, вот здесь, где 5 звеньев, и аккуратненько все подклеиваю. Очень красиво смотрится, когда здесь все заполнено. Вот, и между ними еще один отрезочек. Работа идет медленно, но зато все получается аккуратно. И вот что получилось. Вот эту середину я решила украсить, можно так сказать, со смещенным центром. Сейчас объясню, что это означает. Я буду использовать вот эти маленькие стразы и буду размещать вроде бы посередине, но с небольшим смещением. Вот это средняя линия. Сейчас вам покажу. Например, вот так я укладываю. И другие стразы. Так, сейчас, где тут? И другие вот эти вторые стразы вот с таким небольшим смещением. Кажется, что вот здесь средняя линия, но они вот немножко таким зигзагом расположены будут. Так, я сейчас их уложу и уже так их оставлю. И сразу буду снимать и подклеивать. Вот таким образом. Установила, чтобы у меня ничего не дергалось. Теперь убираю камень, наношу на это место клей и подклеиваю. Снова убираю камень, наношу клей, подклеиваю. И сейчас вы увидите, что у меня дальше получится. Снова клей. И осталась у меня нижняя стразина. Вот что пока получилось. Немного даю закрепиться и продолжу работу. И теперь я между ними нанесу клей. Сейчас покажу, как это будет. Вот, с одной стороны вот такой вот змейкой прохожусь. Вот. И теперь подклею стразовую цепочку. Сейчас вы увидите, как она пойдет волной, и вам станет ясно, почему я так подклеивала. И лишнее подрезаем. Вот видите, что получилось? Очень красиво. И теперь я хочу выделить вот этот стебель. Также буду украшать вот этими вытянутыми стразами. Я наношу клей, но не сразу подклеиваю. Клею даю немного закрепиться. И теперь буду подклеивать стразы. Здесь уже можно выбирать, кому как нравится подклеивать, ближе, дальше. Как бы расположение здесь уже вы сами решаете. Вот у меня один камень чуть-чуть не влезает, поэтому я немножко сделаю под углом. И теперь у меня полностью вот влезает страза. И получается как будто полный вот такой ровный стебель. И пока у меня здесь все подсыхает, я хочу вот большой камень приклеить вот сюда, чтобы был такой яркий акцент. Я наношу клей и также сразу не подклеиваю, делаю такую как бы подушку из клея. Даю клею закрепиться, наношу вот на края и на середину.
Иначе, если я сразу приклею, это все будет плыть и ничего держаться не будет. Второй раз наношу клей. Никуда не спешим при работе со стразами и клеем. И теперь я подклею вот сюда. И, конечно, даю закрепиться. И также я хочу задекорировать нижнюю часть. Вымеряю, сколько цепочки мне надо. Я придерживаю вот так ножницами. Так, это вторая цепочка. По порядку складываем. И начну подклеивать. Сразу все, конечно, не режем, потому что невозможно все на глаз вычислить тут, сколько надо. Я нанесла 3 полоски клея и подклеиваю. Сначала с верхней части, как и вымеряли. Затем второй ряд и третий ряд. Даем немного закрепиться и продолжим. И также мне хочется украсить веточку. Буду использовать эти же стразы. Наношу клей. Он закрепляется немного, и затем я уже буду клеить стразы. Если кто боится, что клей высохнет, не высохнет. Стараюсь укладывать стразы по форме вот этого листика, чтобы они как бы лежали плотненько. И также я сюда вот одну каплю подклею, вытянутую, острием вверх. И даю закрепиться. И пока один инструмент свой я отложу, пускай подсыхает, приступлю ко второму. Здесь я также буду использовать цепочку 2 миллиметра. И мне хочется выделить вот этот вот край. И буду подклеивать цепочку не на вот эту закрытую часть, а именно вот сюда. Сейчас покажу вам. Вот сюда. По этой стороне и также по этой стороне. Я наношу клей вот на вот эту часть. Больше, конечно, наношу на стеночки. И теперь укладываю цепочку. Будет держаться и за стеночку, и вот за вот эти вот перекрытия. Даю закрепиться и затем уже отрежу. Так, вот так будет стабильнее. Отрезаю необходимое количество цепочки и доклеиваю все. Вот видите, здесь я больше наношу именно на стеночки. И ровненько все укладываю. Я когда работаю одна, тогда у меня все тихо-тихо, когда я вот делаю, работаю именно вот с такими вещами, я аж не дышу. И также подклеиваю вот с этой стороны. Начну я вот отсюда. Здесь у меня 2 цепочки склеятся вместе. Вот, по возможности скрепляем прямо, чтобы они вот тут
между собой хорошо склеились, чтобы они прямо туго-туго сидели. Даем закрепиться и также вырезаем необходимое количество и все подклеиваем. Здесь уже вы смотрите сами, где. Так, не получится сразу отрезать. Надо все-таки подождать, пока все. Так, вот здесь должно быть все ровненько и плотненько. Теперь у меня тут закрепилось. Могу подклеивать вот здесь. Наношу клей. Также даю клею чуть-чуть постоять, иначе просто все там поплывет. И теперь аккуратненько все подклеиваем. Вот я перекручиваю второй рукой цепочку и пинцетом все укладываю. Смотрим, чтобы все звенья смотрели вверх. Ну и здесь уже как получится. Здесь я буду использовать капли. Сначала все примеряю, располагаю, а затем уже буду подклеивать. Здесь уже вы смотрите сами. Хотите больше камней, хотите меньше. Уже по вашему желанию. Вот, мне нравится расположение, как у меня получилось. Именно так я и буду подклеивать. Так, сейчас подниму повыше. Вот таким образом. И как я делаю дальше? Я поднимаю камень, наношу клей. 3 секунды жду и подклеиваю. Поднимаю камень, наношу клей. 3 секунды ждем и подклеиваем. В работе со стразами нельзя спешить. И так продолжаю работу. И также декорируем со второй стороны. Наношу клей, 3 секунды жду, подклеиваю. Сначала, конечно, примеряю. У меня уже тут на глаз все примеряется. И вот так продолжаем работу. И в данном случае мне очень хочется задекорировать струны, но не все, а через одну. И очень хорошо иметь вот разного размера стразы, потому что именно в данном случае они как бы очень в этом помогают. Вот здесь у меня будет через один. Поэтому я сразу наношу клей. Также немного жду и подклеиваю. Здесь у меня, скорее всего, только одна вместится. 2 не вмещаются, поэтому я немного клея добавлю и посередине приклею. Вот таким образом. А тут через расстояние небольшое подклеиваю следующее. Клей высохнет и будет очень хорошо все держаться.
продолжаю работу. И вот что у меня получилось. На сегодня я работу заканчиваю, так как для того, чтобы продолжить работу, мне надо, чтобы все закрепилось. Эти музыкальные инструменты будут прикреплены у меня на бантике, поэтому надо, чтобы все подсохло. Мне очень нравится полученный результат. Все сияет и блестит. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.